Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами канал Энергия Таро. Это значит, что сегодня мы с вами продолжаем изучать колоду «Триумф Луны» знаменитого художника Патрика Валенса. У нас с вами начались мечевые карты, мечевая масть, и первая карта – это король мечей. Итак, что мы с вами видим на карте и основная суть этой карты? Король мечей готов отразить любую атаку и преграду, вставшую у него на пути, с помощью острого меча, вселяющего в него уверенность. Он целеустремлен, справедлив и многого добился в этой жизни, благодаря мудрости, хватке и самодисциплине. За его спиной окровавленный клинок и его второе «я», показывающее язык своим врагам. Это означает, что у короля мечей глаза есть и на спине, и он все видит, и в случае нападения сзади готов сражаться. Он перережет глотки всем, кто встанет на его пути и на пути его амбиций. На заднем фоне мы можем видеть вулкан, который развергся. Это означает, что терпению у короля мечей пришел конец, и он готов к битве. Кровь, капающая с луны, означает начало кровавой войны. Если карта выпала вам в прямом положении, это начало военных действий в прямом смысле этого слова, но лишь для того, чтобы защитить свою территорию. Ситуация, где нужно вступиться за слабого, где необходимо показать свой авторитет, власть и силу. Возможно, на работе или в любом другом месте ущемляют ваши права или права ребенка или слабого человека, который не может за себя заступиться. Поэтому вам нужно отразить эту атаку и нужно защититься за слабого. Необходимо обозначить свое положение в обществе. Карта также может указывать на ситуацию, где необходима стратегия и принятие взвешенного решения. Также может говорить о строгом отце и о человеке с высокоморальными принципами. Если карта выпала вам в перевернутом положении, здесь говорится о злоупотреблении властью, о диктатуре и коррупции, о слабом лидере с отсутствием дисциплины и моральных норм. Если карта выпала вам на характеристику личности, это строгий, но всегда справедливый человек. Очень мудрый, умный не по годам, закрытый и молчаливый. Чаще всего это интроверты. Он никогда не будет выражать свои эмоции ярко и быть у всех на виду. Это спокойный и рассудительный человек, как правило, лидер в компании или вышестоящий руководитель, принимающий взвешенные и надежные решения, ведущие к прогрессу. Если обидели, напали на кого-то из близких или более слабых, то он всегда придет на выручку. Так как в его крови есть место справедливости и смелости, он ответственен за тех, кто рядом с ним. Человек не терпит несправедливых и алчных людей. Вы всегда будете знать, что на самом деле думает о вас этот человек. Он может быть хорошим другом и отцом. Если карта выпала вам на работу или профессию, обычно это начальники, руководители крупных холдингов и предприятий, военные командиры, главнокомандующие, деятельность, связанная с финансами, оружием или металлом. Если мы говорим о ситуации на вашем месте работы, то за место под солнцем придется побороться в ближайшее время, отстоять его и пройти через некую несправедливость. Рядом с вами строятся какие-то козни, направленные против вас. Но лишь только показав свой грозный нрав и оскал, вы сможете отразить эту атаку. Если карта выпала вам на отношения, пришло время для серьезного разговора, и это необходимо сделать, чтобы обрубить все за и против. Обстановка в вашей паре накалилась до предела. Необходимо решить, что вы будете делать дальше. Серьезных разговоров не бывает без потрясений. Будьте готовы к тайнам партнера, и услышать о которых вы совсем не ожидали. Если карта выпала вам на будущее, вам придется вступить с кем-то в жаркий спор, ссору, конфликт, дабы отстоять свои интересы. Каждый из вас получит по справедливости.